Новости двигают цену. Позитив поднимает котировки вверх, а негатив создает панику и обвал на рынке. И это все действительно так. Если вы являетесь дневным или долгосрочным трейдером, то страничка с актуальной финансовой информацией и новостями для вас является must-have. Ну а что же делать, если вы краткосрочник? А здесь вот уже не так все однозначно, потому что для краткосрочника любая новость — это цунами, которое сбивает с ног. И в этом видео я хочу вам показать, как действовать в таких случаях, как правильно торговать по новостям и чего от них стоит ожидать. Покажу вам бесплатный сайт, где можно черпать всю эту информацию, и также как я ее применяю на практике. Довольно лишних слов, поехали. Окей, друзья, давайте начнем с самого важного. Почему цены движутся? Вот у нас был резкий поворот цены. Но почему именно здесь? Что случилось? У нас было движение, затем коррекция, она остановилась именно вот в этой точке, и вот мы падаем дальше. Если я скажу вам, что всему этому есть вполне реальная фундаментальная причина, и на самом деле это так. На другом графике то же самое. Здесь что-то произошло. Давайте откроем другую котировку, и здесь то же самое, повтор ситуации. Именно в без 10 3 часа ночи что-то случилось. Каждый раз одна и та же картина. Друзья мои, это момент публикации новостей. Все примеры, которые я сейчас вам показываю, это валютные пары с японской иеной. Центральный банк Японии опубликовал отчетность в 2:50 по московскому времени. Я специально для вас синхронизировал наше время и теперь покажу вам суть. Смотрите, мы на сайте investing.com в разделе «Экономический календарь». Здесь размещаются новости, которые публикуют центральные банки и их регуляторы. Давайте смотреть, что было показано в 2:50. Вот у нас раздел с японскими новостями. Сальдо торгового баланса с учетом сезонности оказался хуже, чем ожидалось. Объем экспорта тоже у нас упал. Чистое сальдо торгового баланса тоже не очень. Если дела у показателя плохи, они выделяются красным цветом. И мы видим, что как раз в 2:50 опубликованы данные, которые говорят о плохих новостях по японской иене. Теперь можно посмотреть, что случилось с ценой с учетом этих данных. А здесь у нас очень интересная картина. Все эти валютные пары должны расти, так как иена, по идее, должна дешеветь. Но нет, друзья. Иена — это особая валюта. Ее ЦБ не только сам обрушает курс при позитиве, но и дает выгодные условия по системе carry trade. Если с новостными данными все плохо, то крупные трейдеры ищут в иене поддержку. И это как раз таки спровоцировало здесь снижение, которое по сути означает наоборот рост иены в обратной котировке. Вообще иена — это очень уникальная, интересная валюта, ее называют убежищем. Используют в качестве источника кредитования. Можете ознакомиться с этим на досуге, это будет полезно. Итак, я взял довольно необычный актив, у которого часто все наоборот. Вот здесь негатив привел к укреплению иены, хотя часто именно позитив приводит к снижению японской валюты. То есть здесь все наоборот. У нас есть еще нюанс по поводу календаря. Смотрите, есть фактические данные и прогнозы. Если факты не соответствуют ожиданиям, будет яркий рост или снижение. Если предположение и реальность совпали, то рынок уже учел это, поэтому резких каких-то ценовых скачков не увидите. У нас здесь как раз сложилась ситуация хуже, чем ожидали. Хотя с иеной все работает наоборот. Это надо запомнить. Восток — дело тонкое, честно вам скажу. Поэтому я хочу прийти к более практичной для новичков валюте. И вот уже что-то более интересное. Британский фунт, да. Это обещает быть действительно интересным, друзья мои. Мы снова в investing.com увидим, что через минуту выйдут новости от британского регулятора. А особенно нас интересуют те, у которых пометка 3 звезды. Поверьте мне, сейчас на рынке будет жарко, и мы в этом с вами убедимся в ближайшую минуту. Друзья, перед тем, как продолжить, хочу напомнить всем о своем проекте в Telegram, который нацелен именно на торговлю по новостям. Там я обучаю конкретно этому ремеслу, и если вы хотите стать дневным трейдером, то, пожалуйста, переходите и пишите мне в личку. Все контакты оставлены в ссылках под этим видео. Там уже не одна сотня человек, которые учатся этому тонкому, поистине тонкому делу. Если вы хотите развиваться именно здесь, не искать краткосрочные сигналы, то вам подойдет мой канал. За подробностями в Telegram, а мы продолжаем.
Чуху, друзья мои, а вот он и экшен. Только что были опубликованы данные, и мы имеем дело с огромной зеленой свечой на абсолютно всех таймфреймах. Вот вам и наглядный пример работы новостей. Мы можем открыть любую валютную пару с фунтом в качестве базовой и видеть колоссальный взрыв покупателей. Посмотрите, где-то он скромнее, а где-то просто рвет все шаблоны. Какая чудовищная волатильность всего за 1 минуту торгов. То есть просто представьте себе, всего за 60 секунд почти всю котировку, все это движение поглотила одна зеленая свеча. Теперь давайте разбираться. У нас тут новости от британского регулятора, и они позитивнее, чем ожидалось. ИПЦ лучше, чем был ранее, опережает прогнозы, базовый индекс также. Главное, что мы в общем видим, все позитивнее, да? То есть цвет параметров зеленый. Давайте еще раз внимательно все это проговорим. Рынок ждал данные по индексу цен, который прямо влияет на процентную ставку. Самым важным показателем для нас является раздел ИПЦ с 3 звездочками. Выше с 2 звездочками также лучше, чем ожидалось, это хорошо. Менее значимые метрики с 1 звездой, но они также выделяют для нас положительную динамику, то есть для британского фунта. Делаем вывод, что курс фунта будет расти. Есть еще один нюанс. Фунт это не иена. Тут все прямо линейно. Позитив ведет только к росту. Это мы и видим на графике. Высокий ИПЦ означает высокую инфляцию. Значит, Центробанк повысит процентную ставку. Значит, гособлигации в Великобритании станут выгоднее. Значит, будут покупать фунт. Именно так это и работает. Рынок входит на ожидание роста процентных ставок, и это заметно абсолютно на всех таймфреймах. У меня тут, кстати, есть еще индикатор Rate of Change, который показывает процент изменения цены. Если полоса над центром или отталкивается от центра, можно входить в лонг. Если отталкивается от центра и идет вниз, соответственно, можно входить в шорт. Тут, кстати, тоже была важная новость у нас. В общем, с этим понятно, да? А вот менее, кстати, аномальный у нас участок. Актив движется вне новостей и просто медленно снижается в нисходящем тренде. Именно для таких ситуаций нужен Rate of Change. Он будет показывать вам направление рынка, причем довольно своевременно. Не опережающе, но своевременно. Сейчас у нас индикатор скорее бесполезен. У нас бешеный рост. Я, пожалуй, сделаю паузу на минуту. Сейчас вы поймете, почему. Не прощаемся. Итак, я снова с вами. Что мы имеем? Следующая свеча была красной с огромными тенями в обе стороны. Те, кто зашел тут в лонг, мои соболезнования. Отсюда у нас пошел рост. Он будет идти и дальше, но такие паузы в самом начале это просто неминуемо, это компенсация. Вообще я предпочитаю не торговать по новостям, но все-таки рискну. В рамках минуты хочу уточнить. Не предпочитаю в рамках минуты. И помимо позитивных новостей, у нас, смотрите, здесь все в порядке еще с Rate of Change. Актив пробивает вот этот ключевой уровень, это прекрасно. С точки зрения технического анализа у нас все также тут прекрасно. Котировка должна будет расти. Будем лететь высоко-высоко, я в этом даже не сомневаюсь. Вообще ловлю себя на мысли о том, что анализ здесь не имеет смысла технически. Мы уже все выявили. Изучив новости, мы как раз торгуем на самом старте публикации этих новостей. У нас были ожидания реальные, которые вполне себе будут действовать на рынок в моменте эйфории, и он будет расти. Именно вот это и называется фундаментальным анализом. То, о чем я говорю, о чем я и буду рассказывать в своем телеграм-канале, в премиум-канале. На краткосрочной торговле я так не действую, я не использую новости. Так, отлично, актив растет дальше, мы это понимаем, почему это происходит и зарабатываем на этом моменте. Еще одна сделка здесь на рост. Я думаю, что на второй свече уже не будет никаких компенсаций, поэтому смело. Вот, ждем нашу прибыль в рамках мощного ценового импульса. И пока есть время, я хочу все-таки немного покритиковать фундаментальный анализ. Бесспорно, это крутая штука, но только для тех, кто хочет торговать в долгосрок. Это как минимум потому, что новости выходят не каждый день,
и их эффект выдыхается довольно-таки тоже быстро. Мы поторгуем здесь, сделаем 3-4 сделки, а дальше у нас останется технический анализ, который я использую в 9 из 10 случаев. В 90% я его использую. Поэтому делаем вывод, что новости, конечно, это важно, нужно уметь их использовать, но это не про нас. На этом наше знакомство с ними можно ограничить, если вы хотите торговать на минуте. А вообще фундаменталка — это инструмент тех ребят, которые торгуют на дневных свечах и держат позиции по несколько месяцев. Но тут точно не наш случай, там другие суммы идут. Я снова в плюсе, актив все-таки уверенно рвется вверх. Я думаю, что мы сможем в 3-й раз забрать тут свои кровные. Пусть это будет красивым финалом этой небольшой торговой сессии. Не буду терять времени, ребят, вхожу в рынок. Давайте покажу вам важный нюанс с Rate of Change, который сегодня практически на самом деле не играет роли. Он уже перекуплен у нас, то есть выше крайней своей полосы. Ему больше некуда расти. И, учитывая новость, котировка может просто игнорировать этот сигнал. Но даже если допустить остановку, в общем, в других ситуациях я бы трижды подумал о входе на перекупленности. Но здесь есть новость, поэтому мы торгуем по ней. Когда работают новости, индикаторы бесполезны абсолютно. Именно поэтому я избегаю торговлю при публикации данных. Все остальные методы анализа просто теряют смысл. Уровни, зоны поддержки, сопротивления, линии тренда, графические паттерны, индикаторы. Просто забудьте об этом, когда индекс потребительских цен лучше, чем ожидалось. Котировка будет расти. Точка. В этой ситуации на рынке начинается буквальный хаос, и мы как раз сейчас наблюдаем его своими глазами. Тем не менее, он дает нам зарабатывать. Да, еще одна сделка в плюсе. Что такое торговля по новостям, я вам только что показал. А вот смотрите, есть подводный камень. Какой ужас у нас был на фунте к иене. Несмотря на позитив по фунту, котировка усредняется. Может быть, ЦБ Японии приводит какую-то интервенцию. Хер его знает. Я просто хочу показать вам, что торговля по новостям — это не всегда гладко. Запомните это. Здесь наверняка было очень много неудачных сделок и потеряли вообще все, кто думал о позитиве, кто думал о негативе. Ладно, друзья, в общем, лучше быть аккуратнее, не верить только цифрам в отчетах. Давайте посмотрим, что еще происходило с рынком. Здесь все вполне ожидаемые вещи. Rate of Change сработал, котировка начала отталкиваться. Котировка замедляется, это может быть и концом новостного роста. В любом случае, мы могли бы его увидеть с помощью вот этого замечательного сайта. Запомните, investing.com. Он бесплатный, ребят, работает круглосуточно. Данные обновляются моментально. И этот сайт никогда не обманывает. Так что иногда заглядывайте в него, в экономический календарь, это может быть полезно. Ну а нам, я думаю, пора переходить к итогу. Итак, друзья, думаю, все прекрасно убедились. Торговля по новостям – полный хаос. Если вы краткосрочник, то советую вам использовать экономический календарь только в формате избегания как раз-таки вот этих выходов новостей. Если вы хотите торговать как дневной трейдер, как среднесрочный, долгосрочный, то жду вас в своем телеграм-канале за всеми подробностями. Там я именно этому вас и научу. Если понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр. До встречи. Пока.